Добрый день, друзья! Я Владимир Козловских. Это канал «Золото, валюта, богатство». С этого ролика мы с вами начнем более подробно рассматривать активы, отличные от рубля и доллара и золота. В этом ролике мы с вами посмотрим на историю нефти в долларе и золоте с момента начала ее биржевой торговли в США в 1859 году и по сегодняшний день. На примере нефти мы еще сильнее убедимся в тех преимуществах, которые дает отражение цен в золоте. И на реальных примерах увидим то кратное увеличение прибыли, которое дает нам в инвестиционных операциях полагание деньгами золота, а не фиатных валют. Но прежде чем двинуться дальше, хочу обратить ваше внимание на то, как исполняются среднесрочные прогнозы по доллару к рублю, по золоту к доллару и золоту к рублю. Данные в роликах. Доллар-рубль, выполнение прогноза от 24.05.23, прогноз на 2-3 квартала. Данный в сентябре 2023 года. Выполнение прогноза золото-доллар, прогноз на 3-9 месяцев. Данные в мае. И доллар-рубль, золото-нефть, прогноз на 2-3 месяца и 2-3 квартала. Май 2023 года. Ссылки на эти ролики сейчас на экране и под этим роликом в его описании. Все эти прогнозы актуальны и исполняются. Я их оставляю в силе. После разбора нефти я их актуализирую, и мы с вами посмотрим их исполнение более детально. В одном из роликов с прогнозом золота к доллару я давал прогноз о сроке завершения или коренного перелома СВО в период конца 2023 начала 2024 года. По-моему, это был год назад. И давал я его по среднесрочному прогнозу золота к доллару. Напомню, что в этом прогнозе завершения СВО речь идет не о формальном завершении де-юре, а о коренном переломе в ходе операции и стратегическом разгроме ВСУ. Или о событиях, которые повлекут за собой быстрый проигрыш Киева. Я оставляю этот прогноз в силе и полагаю, что до конца января произойдут события, после которых останется только один вопрос: когда Киев проиграет де-юре. Основываю я этот вывод на том, что прогнозировавшийся мной на конец 2023-го, начало 2024 года разворот золота вверх произошел в начале октября, причем в точности у тех значений, которые и были спрогнозированы, в районе примерно $1800. Сейчас я ожидаю в течение нескольких месяцев колебания золота в диапазоне 1850-1990 с последующим наиболее вероятным уходом к более высоким значениям. Позже мы с вами актуализируем прогноз золота к доллару. Сама форма прогноза завершения военных действий в нашу пользу иллюстрирует наш с вами подход к событиям и прогнозам. Первое. Почти невозможно предсказать конкретные события или в приложении к рынку точные цены. Но можно прогнозировать тенденции области, периоды и зоны их наиболее вероятного завершения. И второе. Для того, чтобы произошли мгновенные изменения, необходимо развить бесконечную мощность, что невозможно. Поэтому завершение и перелом любой тенденции требует времени, в течение которого система получит или потеряет определенную энергию. Это похоже на приготовление, пригорание или остывание пищи. Или типа не могут 9 женщин родить одного ребенка за 1 месяц. Тематика этого ролика получилась на несколько часов, поэтому, чтобы не утомлять вас слишком длинными роликами, я разобью этот ролик на 3 части. В 3 частях этого ролика мы с вами посмотрим историю нефти в долларе и золоте, увидим отличия в динамике, объясним причины отличий и наметим приемы того, как использовать преимущество золотого отображения и использование самого золота в качестве инвестиционных денег для кратного увеличения нашей с вами прибыли. Частично мы с вами касались этой темы в американской недвижимости в 2021 году в роликах «Недвижимость США в золоте сейчас в 3 раза дешевле, чем в 2000 году».
и как в 3 раза увеличить доходность инвестиций в недвижимость при помощи золота. Ссылка на эти ролики сейчас на экране и под этим роликом, в его описании. Я на содержание этих роликов буду опираться. Поэтому, если не очень помните, о чем там речь, для большей пользы, если не очень лень, можно их быстро глянуть, прежде чем смотреть дальше. Также мы с вами в контексте других вопросов немного коснулись американских гособлигаций и чуть-чуть индекса Доу-Джонса. Я немного рассмотрел тему кардинального отличия ВВП США и индекса Доу-Джонса при их отражении в долларе и золоте с момента начала их расчета по сегодняшний день в публикации на Дзене. Мировая война 90-х сдвинулась на сейчас. Экономическое доказательство. Сейчас ссылка на эту публикацию под этим роликом в его описании. Рекомендую посмотреть эту публикацию или прежде чем смотреть этот ролик дальше, или после просмотра этой его первой части. Обращаю ваше внимание на то, что рассмотренный там период динамики ВВП США и Доу-Джонса, как и история нефти, которую мы будем сейчас смотреть в этом ролике, охватывает период с момента введения этих понятий, когда деньгами было золото. Другими словами, сами понятия ВВП и биржевой индекс Доу-Джонса определялись и вводились в обращение, когда доллар имел золотое обеспечение. То есть практически они, как и все основные экономические законы и экономические приметы, разрабатывались и определялись на статистике в условиях золотых денег. Начиная с этого ролика мы с вами начнем смотреть все активы системно. При этом мы будем смотреть на них в нескольких ракурсах. В фиатных валютах их стран и в золоте. И, естественно, будем делать по ним долгосрочные и среднесрочные сценарные прогнозы, как в золоте, так и в валютах. На этих примерах или по-модному на этих кейсах мы с вами постепенно будем усиливать тезис о том, что настоящими, то есть более выгодными для инвестора деньгами, позволяющими правильно анализировать и трактовать состояние рынков, является золото. Это не абстрактный теоретический спор экономических ботанов. Для нас с вами этот тезис имеет абсолютно практическое значение. Нас в первую очередь интересуют не абстрактные экономические истины, а надежные методы улучшения качества принимаемых инвестиционных решений для сохранения и увеличения собственных сбережений и капиталов. Это относится как к личным деньгам, так и к корпоративным финансам. В силу состава нашей аудитории я в основном буду делать акцент на управлении личными финансами. Но иногда вскользь буду показывать связь получаемых результатов с корпоративным планированием и финансами. В ролике про недвижимость и в ролике «Золото-доллар 4. Часть 2», как в 3 раза увеличить доходность, не меняя стратегию, мы с вами уже выяснили, что, во-первых, ситуация с недвижимостью и ее отображение в золоте позволило на несколько лет раньше предсказать начало спада. И в момент, когда в отображении в золоте все уже было давным-давно понятно, тенденция в долларовом отображении тенденция в долларовом выражении только начала проклевываться. И, во-вторых, используя полученный результат, мы с вами проделали эксперимент, в котором параллельно провели 2 стратегии, совершая абсолютно одинаковые сделки. Но в первой стратегии деньгами, то есть тем, во что мы выходили после продажи недвижимости, было золото, а во втором случае это были доллары. И для первого случая мы получили результат в 3 раза лучше. Напомню, нас интересовал тогда не конкретный результат. Он в обоих случаях был положительный, поскольку мы совершали сделки на старых деньгах. И по ценовым, и по временным условиям эти сделки были совершенно одинаковыми. Они отличались только тем, во что мы выходили после продаж. То есть тем, что мы считали деньгами. И только в результате того, что в том случае, где деньгами мы с вами считали золото, мы получили в 3 раза лучший результат. Подчеркиваю, в этом случае мы с вами получили результат лучше не на несколько процентов, а более чем на 300%. Это прямой практический результат, имеющий прямое отношение к качеству управления нашими собственными деньгами. Помимо того, что мы с вами получили дополнительную прибыль за счет
того, что деньгами считали золото, есть еще один результат, на котором мы с вами пока сильно не акцентировались. Это предположение о том, что отображение в золоте позволяет раньше и более качественно прогнозировать поведение рынка. Пока мы это увидели на недвижимости и немного вскользь коснулись этого относительно американских облигаций в одном из роликов. Доказательства этого можно привести достаточно строго, чисто методами экономфизики. Но это достаточно сложно для восприятия и требует некоторой физико-математической подготовки и будет выглядеть достаточно абстрактно. И с первого взгляда будет не очень понятно, как это может быть применено на практике. Поэтому мы с вами пойдем от практики. Мы будем смотреть различные группы активов в золоте и валютах. И де-факто убедимся в том, что золото позволяет более качественно анализировать и прогнозировать рынки. Заодно мы будем делать анализ и прогноз. И у вас постепенно будет формироваться общая картина. А поскольку мы сформулируем ее и в золоте, и в валютах, вы убедитесь в том, насколько проще и понятнее, а значит и полезнее для личных денег картина выглядит в золоте. В определенный момент вы увидите, что картина мира в фиатных валютах выглядит неадекватно, а выводы из нее, мягко говоря, смахивают на некоторую жуликоватость. Сразу скажу, что с точки зрения экономфизики фиатные постоянно обесценивающиеся валюты были введены только для того, чтобы оплачивать ими наш с вами труд, реальная оценка которого таким образом все время дешевеет. Исторически это происходило не единожды, и называлось это явление порчей денег, то есть снижением их реальной стоимости. Этим занималось как государство, например, Рим перед своим падением в 3-4 столетии первого тысячелетия, а также Франция в конце 18 века, потом ряд западных стран в начале 20 века. И массово к этому приступили практически все страны с начала 70-х годов прошлого века. Это прямое следствие того, что глобальная экономика подошла к своему эпохальному кризису тысячелетия. Техноэкономическое решение и стратегия по выходу мира из этого кризиса тысячелетия есть только у России, которую уже 25 лет реализует наш президент. Она носит абсолютно объективный техноэкономический характер. И она никак не связана с игрой ставками или эмиссией, с переделом рынков продаж, перераспределением активов или какими-либо другими субъективистскими подходами, которые по своей сути являются лишь попытками перераспределения богатства. В западном исполнении это обычно просто банальный грабеж соседей под теми или иными благовидными, а иногда и не очень предлогами. Но мы отвлеклись на абстракции от наших практических задач. Сейчас мы с вами посмотрим на историю нефти. Сначала мы посмотрим ее в долларе и параллельно будем смотреть на нее в золоте. Поскольку нефть – ключевой продукт, ассоциированный с энергией, это позволит нам сделать выводы о том, как цены нефти связаны с серьезными кризисами и о том, какова сейчас реальная ситуация в мировой экономике и чего ждать от рынка. Это цены нефти в долларах США, годовых свечах. С начала ее истории торговли на бирже в 1859 году. Вот здесь. И до конца 60-х годов. Вот до сюда. Напомню, что, как обычно, все используемые в этом ролике графики есть публикации на Дзене. Ссылка на эту публикацию под этим видео в его описании. Если кому-то из вас удобнее смотреть на график на сайте, а не с экрана ролика, просто тормозните ролик и по ссылке под ним откройте графики из публикации в параллельном окне. В 1859 году, это начало торговли нефти в Штатах, 1859 год это начало торгов нефтью в Штатах на бирже. Напомню, что это примерно время, когда Маркс писал свой «Капитал». Торговаться нефть в 1859 году начала сразу по 16 долларов. Ну, примерно вот в этом месте. Чуть-чуть не видно. Закрывает мое изображение. И за последующие 2 года, к концу 60-го года, упала до половины доллара. Вот ее падение. Вот примерно
примерно $0,5. Вот сюда. Это типичное поведение стартапа или нового товара после его вывода в публичную торговлю. Обычно его раскручивают перед продажей публике части капитала, чтобы вернуть побольше первоначально вложенных средств, а потом обваливают, чтобы забрать обратно акции по их реальной низкой стоимости. Это не железный шаблон поведения, а наиболее часто встречающийся. Стратегия вывода акций на рынок еще очень сильно зависит от общего состояния экономики и конъюнктуры рынков. Но обычно стартапы и фундаментально новые товары появляются в конце цикла подъема экономики. Я полагаю, что $0,5, это тогда была примерно реальная себестоимость добычи нефти. И было очевидно, что это достаточно перспективный товар, который имеет очень невысокую себестоимость и очень высокую потребительскую стоимость и потенциально высокий спрос. Напомню, что тогда нефть имела только одно применение – использование для освещения в качестве керосина. Его начали производить в Англии в 1855 году из нефти, добывавшейся в России на Кавказе в 1820-х годах. Россия тогда производила больше половины всей добываемой в мире нефти. Естественно, что британцы были причастны и к американской нефти. Я полагаю, что основной причиной начала гражданской войны, помимо экспорта и торговли хлопком, производимым на юге, также стало стремление Севера и Британии к контролю над добычей нефти. А рабство было только болтологической завесой для того, чтобы поднять обычный народ на гражданскую войну. Как видите, с тех пор ничего не изменилось. Если у вас есть нефть или другие ресурсы, то мы, демократический Запад, поднимаем авиацию для внедрения у вас демократии, чтобы наши корпорации беспрепятственно могли разграблять ваши недра. Позже, когда мы с вами будем делать технический анализ и прогноз нефти, мы глянем на нефтяной контекст, развивающийся сейчас на Ближнем Востоке, пока палестино-израильского по форме конфликта. Но по сути это конфликт между международным ростовсическим финансовым капиталом и производителями нефти. Примечательно, что Крымская война началась аккуратно перед гражданской войной в США и продолжалась с 1853 по 1856 год. И одним из ключевых ее результатов была частичная утрата в пользу Англии и Франции контроля России над нефтяными промыслами Кавказа. Ничто не ново под луной в последние 200 лет. Далее нефть в 1760-м, примерно вот здесь, оттолкнулась от своей примерной себестоимости $0,5 и на гражданской войне в Штатах и сокращении добычи в связи с этим поднялась примерно до середины начальной цены, то есть примерно до $8. Это в 1862-1863 годах. Гражданская война к этому времени уже заканчивалась. Часть добывающих активов кому надо удалось прибрать частично силовым путем. Напомню, что это был в основном Рокфеллер. Первоначально он выступал агентом по скупке от Ротшильдов, но позже он их слегка отодвинул, из-за чего последние 150 лет между ними, мягко говоря, непонятки. Повторное падение от максимума 1860-х годов и в последующие 25-30 лет. Также классическая стратегия скупки активов. Сначала товар или актив задирают и усиленно кредитуют по низкой ставке клиентов, вкладывающихся в его производство или покупку. А потом постепенно начинают снижать цены. Вот так вот. И поднимать ставку по кредитам. Что и проделали Рокфеллер с Ротшильдами к 80-90-м годам. То есть вот примерно к этому времени. Ротшильдов Рокфеллер потихонечку тогда отодвинул, то есть слегка кинул. И даже остался жив при этом. Но потом, позже, оппоненты устроили ему за это антимонопольное преследование и разделение компании. Но да милые бронятся, только тешатся. Суммарная стоимость разделенных компаний кратно превзошла стоимость первоначальной. Обратите внимание, нефть падала до начала 1890-х годов. И опять допадала, как я полагаю, примерно
до своей себестоимости, то есть примерно до полудоллара. Вот этот минимум. Что нам здесь важно? Во-первых, мы видим, как ведет себя инновационный товар, когда нет технологического расширения его применения. Подчеркиваю, когда нет технологического расширения, то есть новой линейки товаров на его основе. А есть только так называемый органический рост. И напомню, что тогда было золотое обеспечение золота. То есть этот вывод относится к стоимости товара именно в золоте. С 50-х по 90-е годы нефть использовалась только в качестве сырья для получения керосина. То есть вот с этого времени. То есть сугубо для освещения. Еще незначительное количество нефти использовались с 50-х годов для изготовления тротила. Конец 18 и 19 век – эпоха угля и парового двигателя. Но еще во время Крымской войны 53-56 годов даже британский флот еще не до конца был паровым. А французский и российский были парусными. Весь 19 век ученые бились над созданием двигателя внутреннего сгорания. Более-менее удачные решения начали появляться к началу 80-х годов. То есть вот примерно вот здесь. В 1881 году немецкий инженер Даймлер изобрел карбюратор, патент на который и стал основой для создания компании Daimler-Benz, начавшей производить Мерседесы. Но двигатели внутреннего сгорания не могли пока еще обеспечить массовое использование нефти. Автомобиль был дорогой игрушкой для богатых. Подскок нефти в конце 90-х, то есть примерно вот здесь вот, именно это и обозначал. То есть двигатели внутреннего сгорания обозначили возможность дальнейшего роста объемов потребления, но пока картины не делали. Второй момент, который мы уже сейчас можем видеть на этом графике нефти, это корреляция цен на нефть с общим состоянием экономики. В 70-х годах, то есть примерно вот здесь, была череда экономических кризисов, и нефть падала. В конце 90-х и начале 20 века было некоторое экономическое оживление. Вот здесь вот. И это нашло себя в увеличении спроса на нефть. И, соответственно, подросли цены. Далее в 900-м, вот здесь вот обратите внимание, нефть достигла максимума и начала опускаться. Вот оно падение. И через 4-5 лет начался кризис 1904-1907 годов. То есть в определенном смысле в то время нефть была опережающим индикатором начала кризиса. В начале десятых, вот здесь, с созданием ФРС и искусственным и временным разгоном спроса и цен при помощи кредитования и с началом Первой мировой войны нефть начала бурно расти и доросла примерно до $3 за баррель к концу десятых годов. Вот этот максимум. Это очень важный уровень. Первая мировая подстегнула военное использование грузовиков и немного танков. В первую очередь, конечно, при помощи войны сформировался рынок автомобильного транспорта. Именно этот новый технологически обусловленный рынок и отыграли цены на нефть. Вот он, этот подъем. Но обратите внимание, к началу 20-х нефть за 5-7 лет до Великой депрессии развернулась и опять выступила, вот оно падение, как опережающий индикатор спада в экономике. В 1926 году, вот он, показан стрелочкой, за пару лет до биржевого обвала в США она сделала еще одно сильное движение вниз. Вот оно. И к началу 30-х годов опять достигла уровня близкого к ее себестоимости, примерно $0,5–0,6. В 1930-м нефть вроде бы остановилась чуть выше этого значения, но чуть позже мы с вами разберемся с причинами этого. В конце 30-х, начале 40-х нефть вроде бы поднялась немного, почти даже до максимума 1990 года, то есть вот до вот этого места. Но реальное восстановление началось только во второй половине 40-х, с окончанием Второй мировой. И к середине 50-х, вот он этот момент, нефть фактически поднялась в долларах до максимума начала 20-х. Вот он.
Таким образом, подытоживая этот столетний период, середина 19-го, середина 20 века, то есть вот он, эти 100 лет, мы можем сказать, что в 1890-х годах зародилась новая техноэнергетическая эпоха. Эпоха двигателя внутреннего сгорания и углеводородной энергетики нефти. Нефть на это отреагировала выходом из глубокого минимума, вот этого, из этого минимума 19 века, то есть конца 19-го, начала 20 века. Первая мировая продвинула новую технологию, но Штаты быстро уперлись в ограниченность внутреннего рынка для дальнейшего развития. Вторая мировая еще больше продвинула технологию и позволила Штатам захватить новые рынки, которые до этого контролировала Британская империя. Таким образом, мы видим, что нефть фактически предсказывала крупные глобальные кризисы. На периоде, который мы рассмотрели, за исключением небольшого периода, вот здесь вот, в 1860-х годах и в начале 30-х годов, то есть примерно вот здесь, доллар к золоту почти не двигался. Но, тем не менее, посмотрим на то, как себя вела нефть в золоте и какие особенности при этом появились. С левой стороны, вот здесь, это золото к доллару за тот же период, с начала 860-х годов, вот отсюда, и примерно по 1960-е годы, по началу 60-х прошлого века. Обратите внимание, в начале 860-х, когда необходимо было вот здесь вот, через кредитование подготавливать почву для поглощения, доллар сначала ослабили. Вот рост золота, то есть падение доллара. То есть много напечатали, чтобы было чем кредитовать. По совместительству еще нужно было финансировать кредитами юг и север, затеявших гражданскую войну. А потом во второй половине 60-х начали поднимать ставку, что усилило доллар и погнало вниз цены на золото и на нефть. Вот оно, это падение золота и нефти. Ничего не напоминает из того, что происходило в начале 2020 года и что Байден пытается сделать 2022 года. В общем, в подлунном мире ничего нового. Все войны – это борьба за доступ к энергии. И неважно, плодородные это земли, обрабатываемые рабами, нефть в недрах или уран в Нигерии. График золота в 1932-1933 годах, вот здесь вот, показывает основной экономический смысл приема, использованного Штатами для приостановки Великой депрессии. Рост золота в почти 2 раза, вот его скачок, примерно с 21 доллара до 35 в 1932 году. Это девальвация реальной стоимости доллара. Что при этом происходит, если номинальные зарплаты в долларах почти не растут? Правильно. Это означает, что реальная стоимость труда существенно падает. То есть бизнес получает более дешевый труд. Для внутреннего рынка это почти не имеет никакого значения, поскольку реальная стоимость товаров тоже немного опускается, но экспортная конкурентоспособность товаров растет. А теперь глянем на то, как себя вели цены на нефть в золоте. Справа у нас нефть в долларах, вот она, а слева нефть в золоте. В общем, характер графиков почти одинаковый. Это отражает тот факт, что примерно 100 лет с 860-х годов, вот отсюда, по примерно 1930-е годы, вот примерно по это место, по большей части золотое содержание доллара было почти стабильным. В 1860-х, поскольку нефть росла и падала почти в 8 раз, вот ее падение и рост, двухкратный рост золота и возврат к старым значениям на глаз почти не виден. В золоте нефть выросла в середине 60-х годов от минимума 60-го года, то есть вот отсюда, примерно в 10-12 раз, вот примерно вот в это место. А в долларах примерно в 16 раз, вот сюда.
Но технический характер рынка нефти в этот период выглядел так же, как в долларе, так и в золоте, как в долларе, так и в золоте выглядел одинаково. Это отражает тот факт, что доллар отклонился от своего золотого значения, а потом опять к нему вернулся. Но при этом на эмиссии и кредитовании был получен приятный бонус. Была захвачена и монополизирована нефтянка в Штатах. А вот в 30-х годах произошло кардинальное изменение. Обратите внимание, что в начале 30-х годов в настоящих деньгах, то есть в золоте, нефть опустилась ниже уровня, вот смотрите, ниже уровня 1760 года. Вот минимум. И вот минимум 30-х годов, начало 30-х годов. Если в начале 1760 года, вот здесь, минимум был примерно 0,23 унции за баррель, то в начале 30-х это было примерно 0,19 унции за баррель. То есть был показан новый минимум. И с точки зрения технического анализа, спад реальной стоимости, начавшийся в 860-х годах, ну вот этот спад идет, в долгосрочной перспективе должен был продолжаться. А вся конструкция с 1860-х по 1930-х, вот это коррективная волна. Обращаю ваше внимание, что левый график находится в полном соответствии с утверждением Маркса о том, что вследствие научно-технического прогресса себестоимость производства любого товара снижается. Но, напоминаю, все выводы Маркса, как и более поздних монетаристов и прочих, относятся к ситуации, когда деньгами является золото. К нынешнему доллару или другим фиатным валютам они имеют весьма отдаленное отношение. В долларе же ситуация иная. Маркс тогда еще был не в курсе, что в будущем в Штатах изобретут философский камень. В начале 30-х, здесь, в долларах нефть не показала нового минимума, а остановилась чуть-чуть выше минимумов начала 60-х и 1890-х. И таким образом конфигурация нефти в долларах 1890-х, 1900-х годов по конец 1910-х, то есть вот эта конфигурация вся с конца 19 века по начало 20-го стала претендентом на первую волну роста. То есть вот это вот первая предполагаемая волна. Первая волна – это в эллиотовской трактовке. Еще обратите внимание, что нефть в золоте в конце 1940-х, то есть вот здесь вот, 1950-х годах не поднялась выше середины спада 20-х. То есть вот примерно середина спада 20-х. В золоте она поднялась только до середины этого спада, а в долларах до максимума. И для нефти в золоте это при учете нового минимума и подъема только до середины спада, это прямой признак, что наиболее вероятен дальнейший спад нефти. Ну или, по крайней мере, колебания в коридоре. Мы с вами не будем лезть в глухую теорию, у нас с вами чисто практические цели. Нам необходим алгоритм наиболее адекватного анализа ситуации на рынках и наиболее безопасного и эффективного инвестирования. В долларах же, вот здесь, в долларах же цены нефти, выйдя из минимума начала 30-х, вот отсюда, в середине 50-х показали новый максимум 3,09 за баррель. В конце 10-х годов максимум был 3,07. Вот он. Технически это означает, что в долларах, вот на этом графике, далее наиболее вероятно после предполагаемой первой и второй волн 890-х, конца 20-х годов, формирование из фрагмента с начала 30-х по 1960-е либо третьей волны, либо волны С.
Волной С этот рост можно будет считать до тех пор, пока не будет пробит максимум 1859 года. То есть пока не будет пробито вот это место. Но обращаю ваше внимание, что это кажущийся рост 40-х, 50-х, вот на долларовом графике, это не рост нефти, это банальная инфляция доллара. То есть результат его обесценивания к настоящим деньгам, то есть к золоту. В начале 30-х почти в 2 раза. Ну, то, что мы видели на графике золота к доллару. И, соответственно, снижение реальной стоимости труда и реальной заработной платы. Этот вывод имеет очень важное практическое следствие. Здесь очень внимательно. Один раз с этим эффектом мы с вами уже сталкивались, когда смотрели недвижимость в золоте и долларе. Сейчас мы его увидим еще раз. И очень важно его понять, поскольку он основа для формирования правильного алгоритма анализа и принятия наиболее эффективных инвестиционных решений. Представьте себе модельную ситуацию двух стратегий поведения. В первой мы продаем нефть в конце десятых годов за золото. Ну, то есть в золото выходим. То есть если продавали 1 баррель, то получаем, вот на этом графике надо показывать, потому что мы сейчас за золото продаем. То есть если продавали 1 баррель, то получили примерно 0,15 унции. А во второй стратегии мы также в конце десятых годов продаем 1 баррель и получаем примерно 3 доллара. Ну вот цена 3 доллара. Мы сейчас не обсуждаем мотивацию продажи и способы определения максимума цен. Поскольку для обеих стратегий мы это делаем одновременно, то суть не в игре на старых данных, а в том, какие отличия мы получим, пользуясь разными графиками, а значит и тем, что мы считаем деньгами. Ну, то есть мы пользуемся просто разными деньгами. Напоминаю, что на левом графике деньгами является золото. Вот здесь. А значит и при продажах мы выходим в золото. А на правом графике деньгами является доллар. И значит при продаже мы выходим в доллар. Далее, пусть глядя на долларовый график во второй половине 50-х годов, после пробоя максимума десятых годов, то есть вот здесь примерно, мы принимаем решение о покупке нефти. Цена примерно 3 доллара. Вот она. То есть мы вернули тот же 1 баррель нефти, который продавали в конце десятых годов. Мы с вами не занимаемся техническим анализом и игрой на старых данных. Поэтому я, чтобы не усложнять, не рассматриваю возможности покупок во второй половине 30-х, вот здесь вот, или в конце 40-х, ну где-нибудь вот здесь, скажем, в начале 50-х, ну или вот здесь вот, и вот здесь, соответственно. Нет сейчас главное. Главное отличие при разном позиционировании того, что является деньгами. Теперь посмотрим на положение того инвестора, который продавался из нефти в золото. Предположим, что он тоже рассматривает решение о покупке во второй половине 50-х годов. То есть вот здесь вот примерно. И внимание, смотрим теперь на левый график. Вопрос. Сколько нефти может купить во второй половине 50-х годов тот, у кого 0,15 унции золота? Правильно. Нефть стоит чуть дороже 0,08 унции, то есть 8 сотых стоит. У него 15 сотых, а нефть стоит 8 сотых унции. Значит, купить он может не 1 баррель, а уже 2. Это и есть инвестиционный результат. Тот, кто смотрел на график в золоте и считал деньгами золото, получил результат в 2 раза лучше. Складывая это с теми результатами, которые мы получали при изучении такой же ситуации при операциях с недвижимостью и при инвестировании в золото, мы еще больше укрепляемся во мнении, что использование в качестве денег золота, по крайней мере в качестве инвестиционных денег, дает очень серьезные преимущества. В данном случае это увеличило прибыль в долларах как минимум в 2 раза. Это отражает тот фундаментальный факт, что, по крайней мере, на промежутках времени от 5-7 лет все фиатные валюты с очень высокой вероятностью девальвируются к золоту. И поэтому, как минимум, для инвестиционных задач мы видим, что если в качестве денег мы используем золото,
то при тех же приемах анализа мы получаем кратно лучший результат. Второй вывод. Анализируя ценовые данные в золоте, мы получаем более адекватные результаты анализа. Например, аналитики, пользовавшиеся правым графиком, вот этим, там, где деньгами считается доллар, в середине 50-х, то есть примерно вот здесь, завопили: взлет спроса и силы экономики. Нефть превысила глобальный максимум цен 1910 года. И при этом написали кучу диссертаций по кейнсианской модели о роли ставок и маркетинга. Те же, кто смотрел на правильный график, то есть вот на этот, вот на левый, в правильных деньгах, то есть на график в золоте, спокойно говорили: выбросьте все ваши исследования и выводы на помойку. Нефть просто восстановилась до среднего значения, вот оно, последних 100 лет. Никакого роста реальной цены нефти нет. Это просто девальвация доллара. Это очень важный момент и для рыночных инвестиций, и для инвестиций в реальный сектор. Заметьте, как упростилась картина. Вместо того, чтобы читать мутные анализы и отчеты дорогих аналитиков, достаточно вместо этого посмотреть на цену нефти в правильных деньгах, то есть не терять лишние деньги и время на болтовню хищных, но некомпетентных консультантов. Здесь мы с вами прервемся и закончим первую часть ролика по истории поведения нефти в золоте и в долларе с момента начала ее биржевой торговли. Несмотря на то, что мы с вами смотрели столетний промежуток, то есть вот этот, с конца 50-х годов 19 века по 50-е годы 20 века, ну, то есть вот здесь и вот здесь, когда золотое содержание доллара почти не менялось и двигалось лишь пару раз. Тем не менее, мы с вами увидели очень важные отличия при рассмотрении рынка нефти в долларовом и золотом отражении. Даже при очень схематичном и модельном подходе оно выразилось в двукратном увеличении долларовой прибыли. В следующих двух частях этого ролика мы с вами посмотрим историю нефти в долларах и золоте с 50-х годов прошлого века по наше время. Это время, когда доллар, а за ним и все фиатные валюты, полностью отвязали от золота. И мы с вами посмотрим на то, как далее будет усиливаться доказательство нашего с вами предположения о том, что котировки в золоте более адекватны и помогают более правильно трактовать динамику цен нефти и связывать ее с реальными экономическими тенденциями. А также еще больше убедимся в том, что принятие золота в качестве денег, по крайней мере инвестиционных, приводит к увеличению прибыли в фиатных валютах при инвестиционных операциях. Также в следующих двух частях этого ролика мы с вами, используя динамику нефти, начнем постепенно формировать алгоритм использования золота и отображения рынков в золоте для кратного увеличения своей прибыли в фиатных валютах. Если вам это интересно и вы не хотите пропустить следующие ролики, подписывайтесь на наш с вами канал. Делитесь нашими роликами с вашими друзьями и знакомыми. Это поможет и вам, и вашим знакомым, и стране. Поскольку чем умнее, грамотнее и богаче народ, тем сильнее и крепче страна. И позвольте напомнить, что базовой площадкой для нашего с вами канала является Дзен. Ролики там выходят раньше, чем на других площадках. Также на Дзене находятся все публикации. А у нашего с вами канала на YouTube уже возникало несколько рисков блокировки. Поэтому, если вы подписаны на наш канал на YouTube, я рекомендую вам сделать резервную подписку на Дзене. На этом, друзья, разрешите откланяться и ненадолго попрощаться с вами до следующих частей этого ролика. Они выйдут через несколько дней. До новых встреч, друзья!